Всем привет, с вами Миша Выплюшка, это канал бывшего осужденного. И сегодня я вам расскажу всю правду о себе, это будет большое разоблачение на самого себя. В интернете есть много информации обо мне, например, на сайте 100 биографий видно, что человек меня смотрел, подготовился, но что там правда, что нет, узнаете только вы в этом выпуске. И, кстати, кто досмотрит до конца, узнает, почему канал называется именно Миша Выплюшка. Для тех, кто впервые на канале, я человек, который провел 12 лет в местах лишения свободы, чем я не горжусь. Здесь я просто рассказываю свой опыт и не более. Давайте начинать. Перед просмотром можно поставить палец вверх, подписаться. Лайки бесплатные, я договорился с Ютубом, все нормально. Подписаться на все соцсети, ВК, Инстаграм, все в описании. И на мои другие каналы, все там есть. А мы как бы начинаем. Итак, вот моя фотография здесь, так сказать. И сайт, напомню, называется 100 биографий. Так, карьера блогер, дата рождения 2 сентября 86, правильно. Так, тигр. Я не верю в восточные гороскопы, я человек православный и как бы считаю, что к нам это не имеет никакого отношения. И вообще это бабская фигня верить в гороскопы. Соцсети. Так, дети двое. Так, да, согласен. Итак, начало. Миша Выплюшка, псевдоним блогера Сергея Громова, снимающего сюжеты о своем криминальном прошлом и о жизни заключенных. Родился парень в Москве в 1986 году. В столице прошли детство и юность блогера Миша Выплюшка. Вот тут сразу уже неправда. Потому что родился я в Рязанской области. А вот человек пропустил, видимо, хотя я постоянно говорю о том, что я как бы косопузый вот, по происхождению. Детство мое прошло, также в двух городах. То есть мне когда было 4 года, получается, может чуть побольше, наверное, лет 5 вот так вот, мы переехали в Москву, у меня мама вышла 2-й раз замуж, и то есть я, собственно, оказался вот здесь, где сейчас до сих пор живу. Вот. А на каникулы и там, на праздники ездил в Рязань. То есть я одинаково знаю и люблю эти два города. Не совсем точно. Итак, продолжаем. У Сергея непростая судьба. Парень рано остался без отца. Его воспитанием занимались мама и отчим. У Сергея есть родная сестра. Своего отца блогер почти не помнит. Того убили сразу после выхода из тюрьмы. Родной дядя Сергея, брат папы, тоже был осужденным. Так, то, что остался я рано без отца, это да, это на моем канале все это есть. То есть было мне 10 лет, когда отец мой погиб, я все это рассказывал. Воспитанием занимались мама и отчим. Да, отчасти это тоже, да, это правда, естественно, потому что мать, я же, повторяюсь, вышла замуж 2-й раз. Не скажу, что прямо он меня воспитывал. Несмотря на то, что он тоже умер уже достаточно давно, отчим, он очень много мне сделал плохих вещей, которые я, не знаю, до сих пор многие, простите, и забыть не могу ему. Но это не суть важно. Тут же не сказано, каким воспитанием он занимался, хорошим или плохим. У Сергея есть родная сестра, а вот это абсолютная ложь. Это, вернее, как неправда. Я не знаю, с чего они взяли, что у меня есть сестра, у меня нет родной сестры. И сейчас я вам скажу информацию, которую я вообще никогда нигде не говорил, и никто об этом не знает. У меня была сестра, она, в общем, умерла при родах. То есть у моей матери, она была беременна, были тяжелые роды, в общем, и она умерла. Да, девочка была, и мне было на тот момент, по-моему, лет 7 или 8, вот так. Так что родной сестры у меня как бы нет. Родной дядя Сергея, брат папы, тоже отбывал. Это да, и это правда, да, мой дядька, он отбывал. И помимо него отбывали все мои дядьки, которые практически все. Не только по линии отца, там и по линии матери очень много. Очень много у нас родственников, которые сидевшие, судимые. Просто очень многие, когда начинают... новые знакомства иногда бывают, люди начинают спрашивать, зачем я вот этим занимался, да, и периодически задают этот вопрос, вот что тебе не хватало, одного раза отсидеть, чтобы понять, что-то. И
этот вопрос, вот, к которому сейчас коснемся, он имеет прямое отношение к этому. Дело в том, что я вырос в кругу людей, для которых как бы, было сидеть в тюрьме нормально. То есть я с детства, уже когда рос, я считал, что мой отец сидит в тюрьме. Я думаю, нормально. Для меня это было нормально. И все родственники, там, очень многие, 80%, короче, отбывали, тоже все синие в наколках. Я считал это нормально, понимаете? То есть это один из моментов, который как бы вот с детства меня уже направил не в ту сторону. А обо всем остальном можете посмотреть в биографии канала, моей биографии на канале. Итак, в детстве у блогера Миши Плюшка сложился определенный стереотип, каким должен быть настоящий мужчина. Сергей решил, что все люди делятся на овец, которых можно грабить и обманывать, и на волков. Разумеется, мальчику хотелось быть сильным и злым. Тут как бы есть, конечно, доля правды. Да, я считал, не то, что как бы, знаете, дело в том, что я жил и продолжаю жить. Сейчас уже лучше, конечно, намного, но в своем детстве я вот, хоть и жил и в Москве, но мы жили достаточно бедно. А Москва как бы такой город, он в любые времена как бы, здесь были мажоры. Когда я ходил в школу, и кто-то хвалился там какими-то крутыми, там, не знаю, вещами там из-за границы, а у меня как бы этого не было. Да, у меня появилось желание, что как бы это можно забрать у них силой как-то, либо обманом. Я реально начал вот эти вот свои темные делишки в очень раннем возрасте. Я как-нибудь расскажу о них на втором канале, тоже ссылка есть в описании, я там рассказываю истории из детства. То есть реально я там проворачивал какие-то схемы там, обмана там, в 7-8 лет уже, начиная серьезно. Вот. Почему я так делал? Не знаю. Возможно, это действительно влияние того, что как бы вот меня окружали вот эти в Рязани, вот эти все родственники. Я, может быть, как-то под их влияние попадал там, либо... честно говоря, не могу сказать, не могу себе никак найти этому оправдание, но именно вот преступную деятельность свою вести даже с ранних лет я начал именно из зависти, скорее, потому что у меня не было, а мне как бы хотелось. Я жил в Москве, и у меня как бы, были вокруг люди, у которых было все, и они этим как бы пускали пыль в глаза, и у меня появилось непреодолимое бешеное желание, короче, это отжать. Вот как-то так. А в дальнейшем оно не то, что оно прогрессировало, оно реально очень сильно развилось как бы в связи с тем, что происходили события, опять же, которые я уже рассказывал. То есть моя жизнь становилась только хуже. С годами она становилась только хуже. Потом гибель отца, еще что-то там. Там дурная компания. То есть это все как бы укреплялось. Это ни с того ни с сего, понимаете, как бы люди, которые живут в Москве и рождаются там, не знаю, там, вернее, знаете, даже, проще объясню. Люди, которые сидят по 12 лет в тюрьме, вот, например, как я, да, и начинают сидеть с раннего возраста, они не рождаются в элитных квартирах или там из нормальных семей, короче, там каких-то, да. Нет, мы просто, такие отщепенцы, не знаю, как сейчас сказать, бедолаги там. То есть не от хорошей жизни люди вот так вот попадают в тюрьму. Если, допустим, бывает такое, что люди, которые в Москве нормально живут, да, там, и у них нормальные родители, они просто заигрались, как бы, и попали в тюрьму, да, там тоже попали под плохое влияние, но второй, третий, четвертый раз они не садятся, они уже понимают, что они совершили ошибку и не хотят туда-обратно. Нет, а вот люди, которые, скажем так, из такого теста, как я, нам просто нечего было терять, у нас здесь ни хрена не было, как бы, и поэтому разницы никакой особо, не то что никакой, не особо была разница, что в тюрьме, что как бы на свободе. Ладно, продолжим, надеюсь, поняли, да? Так, в школе блогер Миша Плюшка учился неплохо, занимался спортом, имел много друзей. На летние каникулы ездил к бабушке и дедушке в Рязань. Подростком Сергей начал промышлять разбоем. Парню хотелось быть крутым и иметь много денег. Больше никаких целей у Сергея не было. В школе учился я был троечник, прям вот конкретный троечник. По поведению у меня всегда были двойки. У меня один раз с родительского собрания мать увезли на скорой. Потому что я там, короче, у меня постоянно я там кого-то лупил, одному там сотряс, там другому еще что-то. Я очень конфликтный был в школе.
То есть у меня, блин, я как-то нашел там дневник свой. И еще задолго до фильма «Джокер», да, который там вышел, или когда-то это в 5 классе, по-моему, было, у меня есть там, вот это вот, как это называется, я забыл. Ну, короче, учитель по ИЗО написал в дневнике, измазался красной краской и кривлялся. А я, короче, вот такую себе улыбку до ушей нарисовал красной краской, короче, и там, ну, и глумился. Такая фигня. То есть я вот так вот себя вел, плохо очень вел. Вот, то есть, и я не помню, с каких лет я уже стоял в детской комнате милиции. Ладно, не суть важно. Итак, ну, парню хотелось быть крутым и иметь много денег. Ну да, хотелось, я уже об этом только что сказал. Парень грабил случайных прохожих, забирался в квартиры и дома, дрался с ребятами, чтобы утвердиться и заработать авторитет. Юноша понял, что все уважают только тех, которых боятся. Он старался выглядеть и вести себя как настоящий отморозок. К Сергею часто обращались люди, желающие кого-то проучить или побить. За деньги юноша решал любые проблемы. Ну вот здесь, да, здесь я согласен. Преступления я, в принципе, совершал, практически любые, где, как бы, я знаю, что есть, как бы, бабки, вот, но можно пойти забрать. Вот, иногда это прям вообще спонтанно как-то происходило. То есть, у меня в этом плане, как бы, все не то что на автомате, но как бы быстро очень срабатывал мозг, вот, и там я сразу адаптировался к какому-нибудь преступному деянию. Так, дрался, да, достаточно часто я дрался. Ага. Уважают только тех, кто боялся, тех, кого боятся. Ну, согласен, да, раньше я так считал. Так часто обращались люди, которые хотели кого-то проучить. Да, были. Но если это были люди левые, допустим, которые ко мне обращались, да, по каким-то вопросам, как правило, по итогу и тот, и другой, короче, попадали. То есть, я бесплатно никому не помогал никогда. Вот. Я плюс еще этого человека наказывал, как бы, и физически, и рублем. Вот. И получается, человек, который обратился, тоже, короче, попадал под мое влияние. И он меня даже если отблагодарит за то, что я ему в этот раз помог, то, скорее всего, я к нему потом еще раз обращусь. А я, как бы, был таким человеком, которому в то время не отказывали. Ладно. Старался выглядеть и вести себя как настоящий отморозок. Это 100%, потому что вообще вот в таких случаях, когда ко мне кто-то обращался, я старался, знаете, вообще не разговаривать. То есть я даже не выяснял, если ко мне приходит человек, обращается, говорит: слушай, там вот такая-то вот фигня произошла, у меня конфликт там с кем-то, либо там мне там что-то, не знаю, там взяли и не отдали, вот, мы шли разбираться, как бы, и я старался даже не слушать, не то что старался, я вот именно так, как бы, всегда и делал, я не слушал вторую сторону. То есть я подходил, я говорю: какой из них? Они говорят: вон тот. И все. Я подходил и сразу, короче, вот сначала бил, потом уже разговор был. И делал я это именно для того, чтобы люди, с первых, наверное, моментов, когда меня видели, да, им было страшно, и как бы такую репутацию, да, я себе хотел заработать, как бы я ее зарабатывал. Да, это, конечно, беспредел там и так далее, нельзя так делать. Вот. Но вот такая политика у меня была, ребят. Сейчас, конечно, я думаю, что я вообще был просто, не знаю, не буду здесь сейчас материться. Давайте лучше продолжим. Так. Сейчас осуждаю, конечно, когда я уже взрослый человек и у самого дети. К слову, кстати, девочек никогда я не трогал. И это моя политика. Я считаю, что их нельзя вообще трогать. Это ниже достоинства мужского. Несмотря на то, что я вот был таким отморозком, все-таки взгляды у меня, как бы, и какие-то принципы были. Вот. И не знаю, заслуживает это уважение или нет, но что-то мне привили помимо плохого, скажем так, вот эти вот люди, которые ходили там с перстаками набитыми. Ладно.
В 15 лет в столичном баре Сергей познакомился с лидером одной преступной группировки. Вернее, юноша спас бандита от расправы, вступился за него во время драки. За это криминальный авторитет подарил 15-летнему парню вишневую машину «девятку». Сергей ездил по Москве в собственном авто, даже не имея водительских прав. В молодости у блогера Миши Выплюшка было много девушек. В отличие от нищих сверстников, которые Сергей мог повезти свою даму в дорогой столичный клуб или купить ей билет на концерт любимого артиста. Правда, в 16 лет парню пришлось отвечать за свои противозаконные поступки. Еще до совершеннолетия Сергей попал в тюрьму. Было дело, да, я познакомился. Ну, не скажу, что он прям лидер группировки был. Там такая мини-бригада. Вот. Да, было дело. Я, сидел в одном кабаке, и там вот это находился человек, там случилась перепалка, я, так сказать, подключился вот за этого типа, и он оказался, вот он только вышел, что-то 10 лет отсидел, вышел там полгода назад и начал возвращать свой авторитет, я с ним познакомился, да, за вот тот случай в этом кабаке. На следующий день мне пригнали «девятку», правда, краденую, вот, пригнали «девятку», вот, подарили. Да, было дело. Вот. И да, естественно, мне 15 лет, представьте, то есть, это какой был год-то? Наверное, 2001. Да, где-то так. В то время, «девятка» была еще не у каждого взрослого человека. Несмотря на то, что это была Москва, и еще «Жигули» были в цене. Итак, давайте дальше. Было много девушек. Ну, не то, что у меня было много девушек, но вообще с девушками никогда проблем у меня не было. Да, и было такое время, что девчонки любили хулиганов, и было круто вот с такими встречаться, типа как я, что я не знаю, нравилась вот эта вот романтика, она цепляла раньше и девчонок, что вот я такой плохиша, она девочка пай, рядом жиган, да, я там, кстати, шансон постоянно слушала в это время, вот, Круг гонял, Наговицын, это вот мои любимые исполнители были, Кучин, вот, и вот я такой весь из себя прям ушлый не по годам, да, девчонкам этим многим нравилось. Ну, плюс еще, да, как вот они пишут, на самом деле, вот бабки-то у меня всегда водились, то есть я каждый день просыпался с одной мыслью, где мне бабки замутить, даже если они у меня есть. Вот, то есть, так, где я сегодня буду мутить бабки, одному, другому, хоп-хоп, какая-то делюга нарисовалась. Вот, и так как бабки постоянно были, то есть, соответственно, я им и цветы дарил, девчонкам, и водил их везде. Клубов тогда немного было таких крутых, но да, во многие мы ходили, и даже несмотря на то, что я был несовершеннолетним, мне никто ни паспорт, никакой, ни фейс-контроль, ничего не спрашивали. Вот, и да, как-то так вот все происходило. 16 лет, да. Посадили, согласен. Впервые посадили в тюрьму в 16 лет. Парень получил срок за уличные грабежи, разбой и хищение чужой собственности. На зоне Сергей сразу заработал авторитет, сделал соответствующие его понятиям татуировки. После отбывания срока наказания недолго оставался на воле. А вскоре юноша опять загремел за решетку. Здесь все, да, здесь я совсем согласен. Попав в тюрьму, старался тоже сразу показать себя, проявить. И, в общем, да, тут даже поспорить не с чем. Итак, в общей сложности парень провел в тюрьме 12 лет. Если быть точным, 11 лет и 7 месяцев на самом деле. Последний раз вышел на свободу, когда ему исполнилось почти 30 лет. Сергей понял, что лучше свои годы он разменял на дело, которое ему не принесло ни денег, ни удовольствия. Парень воровал по мелочам, причем часто в нетрезвом состоянии. Совершал примитивные, но дерзкие преступления, которые быстро раскрывали сотрудники полиции. Я бы сказал, конечно, но я не буду. Ладно. Будем считать, что это правда. Став более взрослым, Сергей понял, что дальше так жить нельзя. Он устроился на автозаправку, потом на автомойку и начал честным трудом зарабатывать на жизнь. В 2017 году Сергею в голову пришла идея создать собственный YouTube-канал и рассказать зрителям о своей жизни. Ни на какой заправке я не работал.
На автомойке я работал администратором. Это автомойка моих хороших знакомых. Поначалу, когда я освободился в 2017 году, я работал в такси, также в таксопарке у этих же людей. У них свой таксопарк, в общем, и там как бы я брал тачку. Вот. Потом устроился администратором на автомойке. Как раз в этот период мы познакомились со Стасом. Вот. И я уже решил вести канал. Было пару видосов, но ничего не стреляло, как бы, и Стас мне все подсказал, всему научил. Кстати, братиш, если смотришь, огромный привет тебе и спасибо. Мы с утюгом вместе. Так. Ну да, в 2017 году. О, тут фотка, короче, слушайте, нет, это прошлогодняя с этого Russian без башен на РЕН-ТВ, когда меня звали. Создал YouTube-канал Миша и Плюшка. Парень, который провел 12 лет, решил рассказать людям о своем прошлом. Блогер снимал видео о том, как живут заключенные в тюрьме и какие у них правила. Первый ролик под названием «Наколки. Тюремные их значения» сразу привлек внимание зрителей и за 2 года набрал 175 тысяч просмотров. Ну, не так уж это и много. Были ролики, конечно. Ну, и сейчас есть, которые побольше собрали у меня. Но, блин, когда-то я мечтал о таком количестве. Вскоре на YouTube появились новые видео. Мошенники с большой буквы закона, да, был такой ролик «Цена свободы», «Наркотики. Мой опыт», «Воровской карман» и другие. Тюремная тематика интересует многих людей, в частности писателей, режиссеров, сценаристов. Да, меня очень много раз, достаточно много раз звали на ТВ. Есть передачи со мной «Человек и закон», «Москва-24». Я там рассказывал о карманниках, РЕН-ТВ, ТВЦ, канал 360. Недавно опять на РЕН-ТВ звали, но я не пошел. Так. У блогера Миши и Плюшка появилась своя аудитория, которая не пропускала ни одного нового ролика бывшего заключенного. За 3 года существования канала Миши и Плюшка не было ни одного видео, которое набрало бы меньше 10 тысяч просмотров. Некоторые ролики достигали отметки 1,4 миллиона. Ну, тут добавить даже нечего, все так и есть. Всего сюжета о тюремных законах от Миши и Плюшки просмотрели более 25 миллионов раз. У канала Сергея 130 тысяч подписчиков на июнь 2020. То есть это в июне 2020 была написана статья. 130 тысяч подписчиков. Самые популярные видео. Как вести себя в тюрьме, малолетка, мой опыт, смотрящий на зоне. Так. Личная жизнь блогера. Известно, что Сергей Громов был женат. У него есть 2 детей. Почему блогер расстался со своей женой? Неизвестно. Блядь. Долгая история, я ее рассказывал уже на самом деле. И, почему я развелся с женой. Человеку тяжело, я решил просто больше его не мучить. Вот, если вкратце. Как утверждает Сергей, с криминальным прошлым он завязал. Блогер неплохо зарабатывает, публикует свои видео откровения на YouTube. Каждый его ролик набирает в среднем 100-300 тысяч просмотров. В месяц зарабатывает около 50 тысяч рублей на рекламе с YouTube. Ну, чуть-чуть побольше, ладно. Я рассказывал, сколько я зарабатывал и зарабатываю на 2-м канале моем. С кем встречается бывший заключенный, также неизвестно. Возможно, блогер Миша и Плюшка просто не хочет афишировать свою личную жизнь. Ребят, я, кстати, не то, что не хочу афишировать свою личную жизнь. Это да, это один момент. Второй момент, я разделяю жизнь, скажем так, виртуальную, да, в Ютубе, авторство свое на канале, и реальную жизнь. Как только я сейчас записываю ролик, как только я его закончу там монтировать, выложу, да, я выхожу на улицу, и нет такого, что мы тусуемся с другими блогерами, и там какая-то у нас жизнь. Нет, я просто обычный человек, все, я выхожу на улицу, меня периодически, да, узнают, вчера узнавали на улице, то есть периодически узнают, но в целом, мухи отдельно, суп отдельно, вот так вот я живу. Любопытные факты. Оказывается, у блогера, кроме основного канала под названием Миша и Плюшка, есть еще один аккаунт на Ютубе. В марте 2019 года заключенный стал блог-двойник Миша и Плюшка, это 2-й канал, который как раз латиницей пишется. Всего за год существования канал набрал 31,7. Сейчас почти 50 тысяч там. Так, видео нового канала посвящены социализации. Вообще изначально, да, они были посвящены психологической поддержке. Потом я сделал такой из него лайв-канал.
Громова знают работники телевидения. Впервые о нем заговорили журналисты. Ну, это я уже рассказал. Ага. Так. Бывшему заключенному нравится жить хоть и не в достатке, но на свободе. Кстати, в тюрьме у него было прозвище Слон. Да, я говорил об этом. Было. Бывший осужденный создает чуть ли не еженедельно видео для своих YouTube-каналов, а еще снимается в роликах других блогеров. Например, сюжет с его участием в группах «Криминальный криминал» ВКонтакте и «Каторжанин» в Одноклассниках. Кстати, ребят, да, у меня есть люди, которые тырили ролики, заливали себе куда-то в группы. Даже ей было, сейчас не знаю, есть или нет, когда мы видео прям вот очень хорошо стреляли, я себе набрал вот аудиторию неплохо. Были люди, которые тырили мои истории и печатали на Яндекс.Дзене. Причем иногда они их переурочивали так, что вообще было непонятно о чем. Короче, какой-то бред сивой кобылы, но такая сюжетная линия реально взята вот из моих рассказов, из моих роликов была. Вот сейчас не знаю, чем они там занимаются, пишут что-то такое или нет. Так, Миша Плюшка сейчас. Июнь 2020 года. В настоящий момент живет в Москве и зарабатывает на жизнь честным трудом. Популярный блогер, снимающий сюжетную криминальную тематику для Ютуба, еще ведет блог в Инстаграме. Угу. Хорошо. Миша Плюшка часто бывает в Рязани у родственников, иногда он встречается с бывшими заключенными, помогает им найти дорогу в жизни и адаптироваться после тюрьмы. Сергей обожает отдыхать на природе, играть на гитаре, жарить шашлыки, кататься на мотоцикле. Ну, тут я не буду спорить, я колхозник, ребят. Мне не нужны ни моря, ни Турция, и никакие даже Сочи мне не нужны. Мне река, ока, не знаю, трава, я имею в виду такая, то есть прилечь на траву, там, в тенек, взять вот эту вот тростинку, там, себе в зубы сунуть, там, и загорать, лежать, купаться, плавать, жарить шашлыки. Да, это мое. Так, то, что я помогаю каким-то заключенным, освобождающимся, нет, я не помогаю. Если я и помогаю, это вот помощь детскому дому, вот, на который я провожу периодически свои благотворительные стримы. Вот, заключенным бывшим я не помогаю никаким. Громов не забывает о родных детях, он помогает им деньгами, правда, встречается с ними редко, зато Сергей часто бывает в детдоме, вот о чем говорю. Бывший осужденный ездит в интернат с подарками и еще рассказывает сиротам, как правильно жить, чтобы не угодить в тюрьму. Ребят, нет, я никому ничего там не рассказываю. Дело в том, что там, ну, скажем так, детский дом для детей-инвалидов. Ну, и не скажу, что я с ними общаюсь, могу там, когда, допустим, что-то привожу, кто-то будет рядом подойти, там, ну, просто привет, там, как дела, там, что-то, ну, вот такое. Вот. Они там спросят, а что вы нам привезли, там, или там, то. Я говорю, ну, вот там то-то, то-то. И все. Никому я ничего не рассказываю, никакие там проповеди не провожу. Так. По поводу того, что не забывает о родных детях, но встречается с ними редко, ребят, я своих детей вижу каждый день. Я каждый день их забираю из школы, отвожу домой. Ну, не к себе. И, соответственно, выходные всегда я с детьми провожу, и даже не важно. Я бросаю все дела абсолютно, и всегда, и это вот мое правило. Так что здесь вот несоответствия немного. Ну, в принципе, все, да, больше ничего нету. Больше здесь ничего нету. На этом как бы все, что ли? Ну да. Ну, да. Здесь еще есть оценки, написано плохо, 0. 0 оценок плохо, хорошо, 1. Супер, 5. Я думаю, после вот этого ролика там появятся еще оценки плохо, но там появятся оценки и хорошо. Потому что в основном аудитория у меня адекватная, смотрят меня как бы, ну, нормальные люди. Есть, конечно, и хейтеры, ну, не знаю, они есть у всех. Даже зайдете вы на какой-то кулинарный канал, просто где человек рецепт рассказывает, там и то будут дизлайки и какие-то негативные комменты. А теперь давайте напоследок расскажу вам, почему канал называется Миша Плюшка. Это получилось вообще абсолютно спонтанно. Как бы был случай у меня в зоне, когда
ко мне подошел начальник отряда и сказал, что поменяй имя в соцсетях. Это было на зоне. Потому как нам с управления присылают распечатки с вашими аватарками и ссылками на страницу, и мы должны по ним работать. Вот такая была ситуация, и как бы я решил переименовать свои страницы в социальных сетях вот в этот никнейм такой, да, Мишевый Плюшка, чтобы меня было его не найти, да. Это один момент. Второй момент, ребят. Но меня же зовут не Мишевый Плюшка, правильно? Меня зовут по-другому. Соответственно, когда я веду свой канал, то не факт, что я рассказываю о себе. Возможно. Правильно? Ну, подумайте над этим. Ведь я рассказываю от имени Мишевого Плюшки, я не рассказываю от имени Сергея Александровича, например. Это еще один момент. И третий момент, почему канал так называется, это вот такая плюшевый мишка как бы наизнанку, да? То есть, знаете, вот есть ролики, там, он вам не Димон, там, он вам не плюшевый мишка, он Мишевый Плюшка, типа, да? В общем, забыл, как эта фигня, кстати, называется, когда вот так вот слова коверкуют. Вот как-то так, ребят. То есть, есть в этом смысл, да, я думаю, вы его уловили, услышали. Вот, то есть, и Мишевый Плюшка это такое, наверное, реально, ну не то что альтер-эго. Я разделяю свою жизнь Сергея Александровича и жизнь Мишевого Плюшки, понимаете? В общем, это, скажем так, ну не то что два разных человека, но... Блин, даже не знаю, как объяснить. Ну, я хотел сказать, что это, типа, Мишевый Плюшка, это моя работа, быть Мишевым Плюшкой. Но нет. Ну, это просто название канала. Оно звучное, оно запоминающееся, понимаете. Вот представьте, вот есть канал, да, Станислав Андреевич, и все мы к нему привыкли. А я бы назвал, допустим, свой канал Сергей Александрович. И представьте такое вступление, вот когда вы привыкли ко мне, что я Мишевый Плюшка, и вы включаете, допустим, видео. Всем привет, с вами Сергей Александрович, и это канал бывшего осужденного. Ну, уже не то что-то, да? Этот ник, кстати, я спер просто там с какого-то форума. У меня в зоне был телефон. Я любил общаться на форумах. Это очень хорошая тренировка мозгу. Вот, то есть там узнаешь что-то новое, общаешься. Вот. Я где-то увидел этот ник и просто его себе спер, присвоил. Ну, я думаю, я не один такой, потому что есть еще много там людей в соцсетях вообще различных с такими никами. Видимо, его давно кто-то придумал, а я его просто ну, я же человек, который всю жизнь брал все, что плохо лежит, да, если вы понимаете, о чем я. Вот, я его поэтому просто спер его, и все, мне понравилось, я как бы взял, уж извините, вот так вот получилось, и загробастал себе, вот, надеюсь, там никто на меня за это заявление не напишет. В общем, вот такие дела, ребят. Если остались вопросы, обязательно пишите в комментариях. Возможно, я продолжу, еще рассказ какой-то о себе. Есть еще некоторые сайты, где про меня что-то написано. Вот. Также, повторюсь, прошу поставить палец вверх, подписаться на канал, если кто не подписан, на все соцсети. И хочу сказать огромное спасибо всем спонсорам канала, кто нажимает синенькую кнопочку «Спонсировать». Вы меня очень сильно поддержите и помогаете мне. А с вами был Мишевый Плюшка. Берегите себя. Увидимся.